Так, в общем, такая проблема. Нажимаю чуть-чуть на тормоз. И такой вот звук в колесе. Отпускаю тормоз нормально. Нажимаю. Что это может быть? Так, расскажу сразу. Значит, видео я не успел снять про эту скобу. Так уже все установил. Значит, попробую рассказать на фотографии. Значит, вот по вот этим стрелочкам, когда вытаскиваете скобу из суппорта, у вас колодка должна стоять плотно и держаться должна плотно. Вот получается вот эту скобу, вот эту маленькую, которая цепляется за сам корпус суппорта, нужно согнуть. И согнуть нужно вот эту скобу, которая держит саму колодку. Вы когда ее согнете, она будет плотно у вас держаться, должна плотно держаться в суппорте, не болтаться. Если она будет болтаться, колодки будут у вас стучать. Дальше я там все покажу, расскажу, ну и в самом видео там дальше уже будет как сдавить суппорт, цилиндр как вдавить. То, что я придумал. Ну, по поводу вот этих скоб обязательно, потому что стук был именно из-за этой скобы, из-за этих скоб. Получается, еще раз расскажу, вот вы когда снимаете колодки, снимаете эту скобу с суппорта, там будет видео, я ее снимаю, вот, и сдавливаете, вот здесь вот сдавливаете, друг на друга давите, и вот эту маленькую в этой конструкции маленькую скобу там с той стороны, вот эту тут лучше видно, вот эту вот тоже сдавливаете, чтобы она плотно, хорошо цеплялась за корпус суппорта. Ну вот так, смотрим дальше видео. Так, вот стоит обратить внимание еще на вот эти вот пружинки, которые в суппорте. Если они старенькие, у вас нужно их немного поподгибать. Так, они разбалтываются вместе с колодками. Вот эти поподгибать. Вот так вот, немножко на себя. Вот поподжимать их. Ну, соответственно, и эту лапку. Прогнуть ее вот сюда, вот так. Чтобы она плотно здесь стояла в суппорте. Вот, и не болталась туда-сюда. Вот так вот. Устанавливаем, чтобы не было люфта. Вот тут немножко есть люфт. Да еще чуть-чуть поджать. Вот так вот. Вот и все. Ставим колодки. Так, значит, устраняем стук. Снимаем суппорт. Смотрим колодки. Чтобы снять суппорт, нам нужно открутить два болта, которые держатся вот на направляющих. Вот этот болт и вот этот вот. Ключом на 13. Так, открутили. Снимаем. Так, аккуратненько раз. И ложим его наверх.
причина этого стока, который в начале видео. Вот у нас колодки. Вот такой вот у них износ. Вот диск. Вот колодки. Вот такой вот есть люфт. Так. В общем, снимаем их, ставим новые. Так, отгибаем. И вот он выходит. Вот одна. Вторая. Проверяем наши планочки. И все. Сейчас ставим на место. Для того, чтобы поставить на место, нужно вдавить суппорт в цилиндр. Так. Вот такие вот колодки приобретены для Cherry Amulet. Немецкие. Не знаю артикул. Артикула я здесь не вижу. В Украине они стоят 350 гривен. Вот такая упаковочка. Такое у них вот оформление. Это, наверное, снимается. Говорят, классные колодки. Фольксвагеновские. Вроде бы как. Тут есть вот такие вот усы еще. Так, будем ставить. Так, вот она стала плотненько, без люфта. Но похоже, у меня такой суппорт, которому вот эти вот не нужны усики. Вот этот усики, вот этот. Сейчас пойдем обрежем болгарочкой. Так, для того, чтобы цилиндр вдавить, придумал такую штуку. Обычная пластинка с дыркой, болт, гайка. Сейчас это все дело вставим, попробуем. Так как нет у меня болта с полной резьбой, для этих дел нужен болт, чтобы был полной резьбы. Желательно подлиннее, может 100-150, у меня тут короткий. Приходится сюда ложить дополнительные гайки всякие. Вот так, чтобы получить длину для упора. Так, наложили в цилиндр, затем вставляем нашу вот эту приблуду. Вот так, и начинаем крутить. Так, сейчас. Так, вот так это все выглядит. Вот так вот. Вот за суппорт зацепил. Вот, и крутим болт. И наш суппорт додавливается. Вот видите, раз. Пошел. Пошел. Потихоньку заходит. Так, вот мы его почти полностью удавили. Сейчас ставим. Вот он раз. На новые колодочки четко стал. Все
Все, одеваем наши болты. Цилиндр готов. То есть суппорт один. Так, может кто не знал, если вы открутили направляющие, болты и суппорт не снимается. Вот сюда засовываете отвертку между суппортом, поршнем и колодкой старой. И выгибаете его. Вот сюда засунули. И отодвигаете его от колодки. Вот так. Вот и все. Теперь можно суппорт снять. Вот так. Так, вот так выглядят новые колодочки на суппорте. Диск немножко уже износился, поэтому колодки первое время будут немножко тереться об эту грань, пока не впишутся, не возьмут форму самого диска. Тогда будет работать нормально. Так, ну и продолжаем дальше. Второй суппорт. Берем нашу приспособление, о котором я уже говорил, чтобы давить дома из подручных средств. Можно взять, в принципе, любой кусок металла, сделать в нем дырку под болт. Болт диаметром, наверное, 10. Всовывайте туда болт, желательно на всю резьбу, чтобы была на всю резьба. Вот если он у вас будет длинный один, то есть здесь расстояние от суппорта, ну, может, надо померить, у кого как, может вот померить отсюда и до конца цилиндра. Какое здесь расстояние, такой болт плюс, ну там берите с запасом, плюс 10-20, сколько он тут вдавливается, 10-20 миллиметров может, плюс. И вот тогда берете такую пластинку, один болт, накручиваете на него изнутри гайку, вот так вот цепляете его сюда, заводите, вот так ложите планку на суппорт, и потом болт накручиваете вот эту гайку до конца сюда, пока он не упрется, тот конец не упрется в конец цилиндра. И затем, придерживая вот этот болт, он будет здесь, крутите вот этот вот, вкручиваете, 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 и он у вас цилиндр загоняет, загоняет, загоняет до конца. Вот такой вот вдавливатель. Сейчас посмотрим, как это, покажу еще раз, как это на деле выглядит. Так как у меня болта нет, поэтому я взял две гайки. Вот такие, ложу их сюда в цилиндр. Вот так вот. Затем ложу тоже еще один кусок металла. Вот так вот. Затем свой вдавливатель. Так, не той стороной. Сейчас, секунду. Так, все, поменял. Все, вот так это сверху выглядит. Вот, зацепили. И теперь вкручиваем вот этот болт. Пока он не упрется в металл. И только второй рукой желательно держать вот эту гайку. Вот она у меня уже упирается. Сейчас мы чуть-чуть отцентруем. Вот так. И все, крутим и вдавливаем цилиндр.
Немножко центруем по ходу. Так, берем ключ. Это у меня на 22. И прокручиваем его. Вот видно, как цилиндр выдавливается. Потому что если цилиндр не вдавить, вы его просто-напросто на колодки на новые не посадите. И потихоньку вдавливаете, вдавливаете, и практически вот до конца его нужно вдавить. Хоп. Вот он у меня. Эх, прокрутился уже. Болт надо держать, вот этот болт. Ну, как-то так. Вот вдавленный наш цилиндр. Меряем. Вот он все становится. Теперь, раз уж мы сюда полезли, снимаем, кому для профилактики, вот эти направляющие. Ну, чистим их, смазываем, вставляем обратно. Смазку желательно густую, погуще. У кого есть пыльники, обязательно меняем вот эти пыльники. Вот эти вот. Они очень важные, чтобы они были новые. Вот берем такую густую смазку, прям вставляем туда болт, то есть болт этот направляющий, и вставляем обратно в наше место. Вот и все. Раз. Готово. И следующий. Так, ну вот в принципе все отлично, ничего не стучит. Этот звук просто протирает отвороты. Большая смазка. Она протрется. Будет все нормально. Вот берем педаль, чуть-чуть прижимаем. Притирается колодочка. То есть стука никакого уже нет.